Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Любовь, и сегодня я хочу вас поздравить вот этой вот давнишней фотографией с майскими праздниками и подарить вот такую охапку тюльпанов. В интернете мне встретилась картинка интересная. Майские праздники люди делятся на два типа. Видите, первый тип лопата, второй тип стопочка. Но есть еще и третий тип, к которому я себя и отношу. Ну и первый тип тоже мой. Я же огородница все-таки. И поэтому я все это совместила и решила даром времени терять. И на майских праздниках я занялась вот шитьем пугала. Вот видите, я такой эскиз нарисовала и буду сейчас расшивать лицо. Но сначала, прежде чем я его буду расшивать, мне нужно перенести с эскиза на ткань рисунок, лицо. Вот сейчас я этим и займусь. Но сделаю я это, конечно, быстро, чтобы вам было не скучно. Быстренько вот так вот перерисовала. Посмотрите, какая милаха. И буду сейчас расшивать. Расшивать я буду плотным зигзагом, который буду регулировать, где потоньше у меня будет, где пошире. Ну, вернее, не потоньше, поуже и пошире. Все по начерченным линиям, по эскизику. Вот узеньким таким зигзагом я отстрочу ротик. Вот. Здесь я ничего не меняла. Носик я вырезала из искусственной кожи, вот такой треугольничек. И тоже зигзагом я сейчас пришью. Тоже часто. Вот так. Все, носик готов. Так, и теперь глазки, брови. Вот видите, я там начинала тоненько бровь, а потом пошире. Это очень увлекательное занятие, совершенно нетрудное, а главное, быстро все получается. И смотрите, какая красота. Такая мордаха классная. Я пугало очень давно уже хотела сделать, но как-то вот все, руки не доходили. А это так удачно все совпало, и время свободное было, и желание, самое главное, и вдохновение. И вот собралась, и буквально за пару часов пугало было готово. Здесь вот так вот глазики я несколько раз туда-сюда прошлась, чтобы был плотный черный цвет. Вот смотрите, какой глаз красивый. И сейчас второй сделаю. Вот. Смотрите, какая прелесть. Вот такая мордашка классная. Легко и быстро. И просто. Так, сейчас надо вырезать кругленько. Такая вот головка будет. И сейчас я это прострочу. Я сделаю сначала волосы. Но соломы у меня нет, поэтому я решила взять вот такую вот косую бейку и сделать волосы из нее. Взяла желтенького цвета, яркую, чтобы так вот веселенько было. Вот. И вот смотрите, вот такими вот как бы петлями вот так вот сворачивала и пристрачивала. Сразу на чистовик. Ничего не наметывала, не подкалывала. Там не важно, ровно, неровно. Там это же пугало. Можно без всяких наметок делать сразу. Вот смотрите, какие волосики будут. И вот так вот с этой стороны пройдусь сейчас, и потом буду уже
сшивать эти две половинки головы. Вот так. Еще немножечко, и волосы будут готовы. Ой, я не могу, мне так нравится, как будто на бигуди накручено. Все, теперь складываю две половинки, боковые швы сейчас сострачиваю. Все вот эти кудряшки, все это внутрь заправляю. Вот таким образом. Вот так. И прострачиваю. Вот. Немножечко надрежу здесь, где шея, на сгибах, и выворачиваю. О, какая чудная голова получилась, смотрите. Ткань у меня, основа на голове, это мебельная ткань. Она, ну, не сильно плотная, но и не тонкая. Я решила, что можно и не набивать. Сначала я вот так вот сделала крестовинку, перевязала, стала примеряться, а потом вот так вот голову примерила, а потом, когда стала примерять вот из штанишек, я буду делать рубашку. У меня ненужные такие вот штанишки есть, красивого голубого цвета. Вот я решила рубашечку из них сделать. И уже когда стала делать, думаю, что ж я привязала эту палку поперек, да, а как же я, думаю, буду одевать эту штанину-то? Ну вот, потом пришлось мне это все отвязать назад. Ну вот так, смотрите, я отрезала вот таким образом штанину, чтобы она ровно прямая была. Вот так сейчас отрежу и застрочу заново. Так как это пугало огородное, поэтому я здесь особо не заморачивалась. Просто застрочила без всякой обметки. С одной стороны даже я вот здесь низ, видите, подвернутый, а с другой стороны у меня вообще не обработано было. Но это же все равно на улице будет трепаться, поэтому я решила, что ни к чему. И так все будет замечательно. Зачем тратить лишние силы? Так. Вот таким образом сейчас прострочу. Видите, я оставила в середине отверстие. Буду пришивать на этом месте голову. Вот здесь, видите, не застрочено у меня в середине. И сюда буду. Вот здесь я взяла и думаю, да, а как же я одевать-то буду? Пришлось развязывать. Ну ничего, не ошибается тот, кто ничего не делает. Так, вот так я коротенькую палочку сейчас вставлю. Вот, примерюсь. Теперь вытащу и буду пришивать голову. Вот здесь вот через одну сторону вывернула. Вот так вот, видите, соединила голову с рубахой. И сейчас пристрочу. Здесь вот я последний раз строчила на машинке, можно уже сказать, что последний. Там остальное уже, в принципе, все пойдет руками. А, нет, юбочку я еще буду на машинке строчить. А так работы как бы совершенно немного. Основная работа была расшивать лицо. Остальное все очень-очень быстро. Наверное, я даже наврала, что 2 часа я потратила. Наверное, все-таки меньше. Я так думаю. Намного меньше, наверное. Вот смотрите, я решила в рукава вставить ленточки. Это вместо соломы, чтобы колыхалось на ветру. Ну, как пугало, оно же для того, чтобы отпугивать, ну, птичек, например, да? Вот. А для этого оно должно шевелиться.
А как оно будет шевелиться? Вот нужно что-то повесить такое, чтобы трепыхалось ветерком. Я решила вот такие вот ленточки пришить на рукава, и они у меня будут развиваться на ветру. Вот. Все, пристрочила. Голова у меня тоже пристрочена. И теперь я вставлю палку в середину. Ага, а чтобы вставить палку, вот здесь надо отверстие отрезать. Видите, тоже все по ходу приходят мысли. Импровизирую на ваших глазах. Так, ну попытаюсь потом внутри как-нибудь закрепить эту палку, привязать. Так, вот сейчас отрежу ленточки вот такие две, чтобы завязать рукава. Вот, смотрите, палку вставила. Вот так вот завязала. И все. И никуда ничего не денется. Вот такой вот бантик. И с этой стороны тоже вот так завязала. Оп. И бантик. Все, теперь мне нужно вставить основную палку в середину. Так вот сейчас я ее просуну. Ну, кому хочется более такую как бы набитую головку, можно синтепончика туда еще вставить. Ну, я посчитала, что и так хорошо. Ну, здесь не совсем удобно, конечно, вот так вот завязывать внутри, но тем не менее выполнимо. Я вот так вот завязала в одну сторону и потом просунула, ну, как бы крест-накрест и в другую сторону. Хотя хочу сказать, что палочка и без этого бы держалась на самих вот этих вот рукавах. Вот. И теперь осталось мне сшить юбочку. Вот, смотрите, какая улыбчивая, смешная красотка получается. Вот. Теперь осталось юбочку сделать. Вернее, даже не юбочку, а, наверное, сарафан. Так, пока это я отложу. Сейчас вот возьму, у меня есть вот такая вот красная ткань, бывшее платье. И сделаю такой вот ярко-красный сарафан красивый. Сейчас отрежу. Примерюсь там сколько по длине. Вот так где-то. Все, сейчас отрежу и сошью. Складочки на машинке сделаю. Можно такого же еще и мальчика сделать. Когда займешься, уже сразу по ходу приходят всякие другие идеи, мысли. Поэтому и правильно говорят, что вдохновение приходит во время работы. А если лежать на диване, да, и все время о чем-то мечтать, то мало чего наделаешь. Так, сейчас вот такие вот крупные складочки буду защипывать и быстренько прострочу. Все, готово. Так. Сейчас это все отодвину лишнее. Так, сейчас мне нужно юбку эту снизу вот так вот одену. Вот. Ну и здесь уже на машинке, естественно, никак, поэтому я юбку буду пришивать вручную. Вот так вот сейчас выверну. И иголочкой быстренько все пришью.
с таким вот я вдохновением с этим пугалом занималась. Давно у меня такого не было. Все-таки долго я болела, и это как-то вот бодрость какая-то прям меня посетила. Получила очень-очень большое удовольствие. Вот так пришила юбочку. Сейчас вот лямки еще отрежу. Сделаю, чтобы было похоже на сарафан. Лямочки я тоже даже, видите, я не обрабатывала. Ткань трикотаж, она не сыпется, поэтому я просто отрезала полоски. Вот так вот пришила сзади. И потом спереди прикрепила на бантик. Вот так вот бантик сделала и пришила его. И заодно закрепились ленточки. Вот так. А потом я решила вот эти вот кончики лишние отрезать. Сделала из них бантики. Тоже вручную. И решила пришить этой девочке вот сюда вот бантики. Чтобы она была совсем уж озорная. Вот и второй также. И вот даже не хочется останавливаться, хочется чем-то еще украшать. Я решила потом ей добавить еще длинные хвостики. Но потом все-таки я их не стала оставлять длинными, а завязала. Вот он, Барсик тут тоже со мной. Вот такие вот сначала решила хвостики длинные добавить, а потом я их завязала покороче. И она так более такая лохматенькая стала. Представляю, как обрадуется внучка моя, когда приедет в гости на дачу к нам и увидит вот такое вот яркое, красочное пугало. Очень-очень украшает огород. Вот, смотрите, какая прелесть. Я балдею. Как давно я хотела такое пугало. Обязательно, обязательно что-нибудь сделаю еще. Наверное, надо паренька в пару сделать. Здорово. Ну, такая вот девочка у меня получилась. Ну, а у меня на сегодня для вас все. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. А я с вами прощаюсь. До встречи в следующем видео. Рада была с вами снова встретиться. Всем пока-пока. Всем всего хорошего.